Привет, друзья! Европа и Германия снова на волне важных событий. Массовые протесты во Франции против сокращения расходов. Новое решение Европейского Союза по энергетике. Повышение цены на Deutschland Ticket в Германии. Горячие дебаты в Бундестаге и обсуждение выплат для госслужащих. А еще новые сигналы о ситуации на восточной границе НАТО и общественное мнение по будущему автомобилю с двигателями внутреннего сгорания. Все это показывает, как новые решения и события прямо влияют на жизнь в Германии и Европе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить разбор самых важных последних новостей. Итак, во Франции прошли массовые протесты против планов правительства по сокращению расходов. Более полумиллиона человек по всей стране вышли на улицы, по данным Министерства внутренних дел. А профсоюзы говорят, что участвуют более миллиона. В ряде городов прекратила работу часть школ, аптек, транспортных предприятий. Преподаватели, работники транспорта, медики отказались выходить на работу. В Париже были закрыты около, внимания, 90 начальных школ. В Лионе и Париже протестующие столкнулись с полицией, применяется слезоточивое газовое оружие, пострадали люди, в том числе и журналисты. Протестующие смогли проникнуть во двор Министерства экономики на период акции. Премьер-министр страны Себастьян Лекорню после начала акции заявил, что не намерен реализовывать предложение предыдущего правительства по сокращению религиозных праздников и призвал к диалогу с профсоюзами. Он также пообещал обсудить предложение протестующих. Финансовое положение Франции, напомню, остается тяжелым. Страна имеет один из самых высоких долговых показателей среди членов Европейского Союза, около 114% от ВВП. Бюджетный дефицит составляет примерно 5,8%. И еще новое заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Сейчас это прежний предел, то есть конец 2027 года, когда планировалось полностью прекратить импорт российской нефти. Но фон дер Ляйен говорит, что недавно обсудила ситуацию с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. И Европейский Союз, внимание, готов предложить новые шаги, чтобы ускорить эту дату. Она также заявила, что в рамках 19-го пакета санкций Европейского Союза будут меры, направленные на энергетический сектор, на нефтяную и газовую отрасли, а также на банки и криптовалюты, которые использовались для обхода санкций. Согласно текущим данным Европейского Союза, доля газа из России составляет около 19% всех импортируемых газовых поставок. Импорт нефти из России тоже еще продолжается. В 2024 году в Европейский Союз поступали десятки миллионов тонн. Фон дер Ляйен подчеркивает, что доходы от продажи российской нефти и газа в значительной степени поддерживают военные действия Москвы и что нужно усилить контроль, чтобы ограничить это финансирование. А далее новость, на которую стоит обратить внимание. С 1 января 2026 года цена на Deutschland Ticket, проездной на общественный транспорт по всей Германии, вырастет до 63 евро в месяц. Это увеличение на 5 евро по сравнению с текущей ценой. Так решили министры транспорта федеральных земель. Кристиан Бернрайтер, министр транспорта Баварии от Христианского социального союза ХСС, отметил, что министерская конференция единогласно согласилась с таким уровнем. Повышение связано с тем, что расходы транспортной компании растут, например, на оплату труда и энергию. Чтобы избежать дальнейших дефицитов, необходима корректировка цены. И еще с 2027 года запускается так называемый индекс цен, который будет учитывать такие факторы, как рост затрат на сотрудников и электроэнергию, и поможет заранее определить дальнейшие изменения стоимости билета. Критики, например, пассажирские союзы, жалуются, что правительство ранее обещало ценовую стабильность для пользователей, и повышение воспринимается как нарушение этого обещания. Таким образом, Германия готовится к очередному шагу подорожания транспорта, чтобы удержать Deutschland Ticket работающим и финансируемым. А дальше ключевые события и важные новости. Бундестаг принял государственный бюджет Германии на 2025 год. Объем расходов составил, внимание, 502,5 миллиарда евро. Это примерно на 25 миллиардов евро больше, чем в 2024 году. Министр финансов Ларс Клинбольд подчеркнул, что благодаря новым возможностям заимствований и специальному фонду возможно проведение значительных инвестиций в транспортную инфраструктуру, климатическую защиту
и модернизацию страны. Что же касается нового долга, то в основном ядре бюджета планируется взять 81,8 миллиарда евро. Но вместе с долгами, связанными с инфраструктурой и обороной, общая сумма нового долга превысит уже 140 миллиардов евро. Одной из ключевых новаций является создание специального фонда. Это специального имущества для инфраструктуры и климатической нейтральности. Внимание, на 500 миллиардов евро, из которых на 2025 год будет выделено около 37 миллиардов евро. Эти средства пойдут на проекты в сфере транспорта, цифровизации, защиты климата, а также модернизации инфраструктуры, включая железные дороги и мосты. Дебаты были напряженными, правительство отстаивало необходимость заимствований как способа укрепления экономики и создания рабочих мест. Противоположная сторона критиковала рост долгов и возможную нагрузку на будущее поколение. И это еще не все. Норберт Рёдген, представитель Христианско-демократического союза ХДС, предложил обсудить создание системы против дронов вдоль восточного фланга НАТО. Это заявление прозвучало в шоу Майбрид Ильнер после того, как несколько беспилотников пересекли воздушное пространство Польши, входя в границы НАТО. Он сказал, что такая система ПВО необходима по всей восточной границе НАТО. По его мнению, характер военных действий изменился, теперь большую роль играют именно дроны. Он подчеркнул, что Европа и НАТО должны ускорить подготовку с оборудованием и планами. Это серьезная гонка со временем. Рёдген также назвал виды дронов, которые, по его мнению, нужны. Наблюдательные дроны, дроны-приманки, оборонительные и наступательные. Особенно он отметил, что по оценкам разведслужб к 2029 году Россия может обладать возможностью начать крупномасштабные действия в Европе, и что президент России Владимир Путин может воспользоваться обстоятельствами, если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет еще в должности для действий за пределами Украины. Рёдген отверг идею использования вооруженных сил НАТО за пределами их территории для уничтожения дронов. НАТО, по его словам, должно помогать, но не ниже порога собственной военной конфронтации. И еще одна новость, которая демонстрирует активные дискуссии в политике Германии. Андреас Шток, лидер фракции Социал-демократической партии Германии СДПГ в Баден-Вюртемберге, резко раскритиковал предложение о дополнительных выплатах родителям служащим чиновникам, начиная с третьего ребенка. Речь идет о бонусе в размере примерно, внимание, 1000 евро в месяц. По его мнению, такой бонус для чиновников трудно оправдать, и он может вызвать несправедливость в обществе. Шток заявил, что эта мера привилегирует семьи служащих по сравнению с теми гражданами, чьи родители работают вне государственной службы, и предупредил о потенциальной социальной напряженности. Он подчеркнул, что в бюджете существуют другие приоритеты – образование, инфраструктура, поддержка семей и уменьшение долгов, и что средства нужно направлять туда, где они принесут пользу для всех, а не только для части населения. Предложение о выплате такой доплаты уже вызывает широкий общественный резонанс. Критики утверждают, что доказательств необходимости такого крупного бонуса нет ни расчетов, ни анализа, как он будет финансироваться. В то же время сторонники идеи отмечают, что служащие в госструктурах часто получают меньше стимулов по сравнению с частным сектором, особенно при наличии нескольких детей. И такой бонус мог бы защитить их финансовое положение. Таким образом, предложение остается спорным, что призывает к прозрачности, к обсуждению в парламенте и к тому, чтобы все бюджетные решения были справедливыми и понятными гражданам. И теперь новость в Германии с интересной статистикой. В Германии большинство граждан выступают против запрета на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Запланировано, напомню, к 2035 году в Европейском Союзе. Исследование YouGov, проведенное с 12 по 15 сентября 2025 года среди 2057 избирателей, показывает, 44% опрошенных считают, что федеральное правительство Фридриха Мерца должно сделать все, чтобы помешать этому запрету. Еще 19% выступают за перенос срока, а только 24% поддерживают обозначенную дату 2035 года. Особенно критикуют план представителей бизнес-сферы и региональных правительств. Например, премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис от СДПГ выступил за то, чтобы отказаться от этого запрета. Он, как и многие из союзных партий ХДС, ХСС, опасается, что жесткие экологические нормы приведут к потере рабочих мест и росту цен. Поддержка запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания сохраняется главным образом среди сторонников зеленых и левых.
Оппоненты опроса, в основном избиратели альтернативы для Германии, выступают резко против плана. Также большинство, 60%, считают, что меры по защите климата в долгосрочной перспективе сделают жизнь в Германии дороже. И лишь, внимание, 17% думают, что климатическая политика может со временем оказаться выгодной. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.